Думаю, многие из вас уже знают про сумки из пластиковой канвы и сумки из бусин. А я подумала, что если взять эти два варианта изготовления сумок соединить. Для своей сумочки я взяла пластиковую канву более такой закругленной формы, параметрами 33 на 17 сантиметров и более маленькими клеточками 2 миллиметра. Бусины я взяла жемчужные размером 8 мм. Один такой пакет у меня весит 250 грамм и указано, что здесь примерно 1000 штук. Чтобы продевать и цеплять бусины, понадобится крючок. Я взяла размер 1,75. Но главное тут проверить и посмотреть, чтобы он вот так вот легко проходил в клеточку. Также понадобится нить. У меня это Янард Виолет. Это 100% хлопок, но я подбирала по толщину крючка. Еще понадобится обычная иголка, чтобы нанизывать бусины. Из фурнитуры у меня цепочка длиной 120 сантиметров. Есть такая уже тоже с жемчужными бусинами и простая. Два таких крепления, чтобы присоединить цепочку, но я советую лучше брать сразу вот такие крепления с карабином. И магнитный замок, который можно пришить. Не отрезая нить от мотка, продеваю ее в иголку и начинаю нанизывать бусины. Для того, чтобы было удобнее, беспрерывнее вязать и продевать бусины, я нанизываю прямо все сразу, не отрезая нитку от мотка. Каждый раз продевая, пододвигая их все дальше, чтобы осталась и нитка, которой буду потом провязывать. И будет у меня уже моток из жемчужных бусин. Продев все бусины, я иголку убираю и продеваю кончик в угловую клеточку канвы. Далее делаю 2 аккуратных узелка, чтобы зафиксировать. И начинается самое интересное. Беру крючок, пододвигаю одну бусину и затем одну клеточку пропускаю, в следующую продеваю крючок. Захватываю нить и вытягиваю наизнанку. Первая бусина зафиксирована. Далее я вытягиваю получившуюся петлю, одну клеточку пропускаю, а в следующую опять продеваю крючок. Пододвигаю еще одну жемчужину, захватываю нить и вытягиваю. Далее опять одну клеточку пропускаю, продеваю крючок, пододвигаю бусину, захватываю нить и вытягиваю наизнанку. Нить, которую захватываю, продеваю и через клеточку, и через сформировавшуюся петлю на изнанке. Это и есть весь принцип. Продолжаю так продевать и провязывать бусины до конца ряда. С учетом того, что каждый раз одну клеточку пропускаем, бусины ложатся очень хорошо. Мне нравится, как получился первый ряд, и думаю, между рядами также надо будет один ряд из клеточек пропускать. Для того, чтобы продолжить продевать бусины, я разворачиваюсь и продолжаю так продевать бусины в обратном уже направлении. Также каждый раз пропускаю одну клеточку между ними и один ряд тоже пропускаю. Мне кажется, так бусины прям очень хорошо ложатся. Я провязала так до конца второй ряд, развернулась, один ряд пропустила и начала вязать третий. Такими поворотными рядами нужно провязать всю канву. Процесс мне сразу очень понравился и меня затянул. Провязав 5-6 рядов, проверила, как ложатся бусины. Очень все аккуратно на изнанке, а на лицевой стороне вот такая красота. Я провязала так всю канву, пока что без боковых частей. И тут уже был прям восторг. Очень все красиво ложится. Из-за закругленных краев некоторые ряды больше или меньше, но из-за этого бусины все равно очень красиво лежат одна по другой или кое-где в шахматном порядке. Дальше я начала делать боковые части. И одну из них я провязала не такими рядами, как канва, а вот такими в ширину. Но провязав до конца, не была уверена, что мне нравится такой вариант. Я решила вторую боковую часть попробовать и продеть уже как продолжение рядов основной части. Вот как это получилось на изнаночной стороне, а вот как на лицевой. Мне кажется, более заполнено и красиво. И меньше остается бусин, которые потом надо будет добавлять. Поэтому этот вариант я распустила и также провязала рядами в длину. Теперь все стало намного лучше. И дальше я хочу пройтись и заполнить все пробелы, продеть по одной бусине по краям и там, где, может, остались какие-то пустые места, как здесь, например. Для этого мне нужно будет отрезать уже отдельный кусочек нитки, и я буду по отдельности нанизывать бусины. Сделав несколько узлов, фиксирую кончик за угловую клеточку и начинаю продевать. Вывожу иголку в то место, где есть пробел, нанизываю бусину, пододвигаю ее и затем вывожу нить наизнанку. Потягиваю бусину и для того, чтобы ее хорошенько закрепить, еще раз прохожусь в соседнюю клеточку и фиксирую нить. Просто продеваю нитку без бусины. Готово, и сразу угол стал намного красивее. Дальше просто так продолжаю, продевая и заполняя все пустые места. И вот моя канва уже полностью продета и готова. Мне очень нравится, как все получается. Осталось сумочку собрать, но все равно, думаю, было бы проще, если бы канва была не закругленной формы, а прямой. Но до того, как собрать сумку, я решила еще добавить подкладку. Но советую вам сначала добавить боковые крепления для цепочки, а потом пришивать подкладку. Я сделала наоборот и немного пожалела. Что ж, беру ткань для подкладки, обычный карандаш и таким образом обвожу форму своей канвы. Главное не ставить ее впритык к краю, чтобы осталось чуть-чуть места. Затем канву убираю и вырезаю, оставляя примерно 1-2 см от контура. Так, чтобы мы смогли потом эту часть подогнуть внутрь.
В местах, где есть углы, внешние или внутренние, я делаю вот такой надрез, чтобы потом можно было проще это все согнуть. Вырезав нужную форму, я погладила ее отпаривателем и затем начала загибать края внутрь таким образом и фиксируя иголкой. Можно сразу так подогнуть все края, но я начала только с верхней части, потом уже в процессе, когда буду пришивать, буду загибать те части, которые мне нужны. Пришивать подкладку я буду обычной тонкой ниткой и тонкой иголкой. Продев нитку в иголку, фиксирую за угловую клеточку. Затем иголку убираю, подгибаю и выравниваю край и начинаю пришивать. Я решила пройтись швом назад иголку. Вывожу иголку между бусин, затем возвращаюсь назад и опять продеваю между бусин, только уже с другой стороны клеточки. Затем опять иду вперед, между следующими бусинами, вывожу иголку и возвращаюсь назад, делая такой шов. Мне им пришивать удобнее всего, но каждый может делать так, как удобнее ему. Получаются такие полосочки. Конечно, так как это ручная работа, прям идеально быть не может, я старалась, но все равно кое-где они не прям ровно легли. Но все равно смотрится очень симпатично и сразу, конечно, придает сумке совсем другой вид. Жемчужины стали еще красивее. Сложнее всего, конечно, делать вот эти переходы от одного угла к другому. Или там же опять, где более круглая часть. Как я говорила, если бы была более прямая канва, мне кажется, было бы намного проще. Но я постаралась пришить максимально аккуратно и красиво, и вот что у меня получилось. На лицевой стороне уже не видны никакие пробелы и даже канва, а на изнанке вот такая ровная, красивая подкладка. Дальше, когда я буду сумку уже собирать, она будет смотреться еще лучше. А вот и те самые крепления для ручки, которые я сказала, что надо было пришивать заранее, так как теперь мне придется их пришивать сверху подкладки. Я взяла белую прочную нитку, но тонкую, чтобы не было так сильно заметно на изнаночной стороне. И также, как я говорила в начале видео, советую лучше брать такие крепления сразу с карабином. Так цепочка, когда ее присоединяешь, не будет болтаться туда-сюда. Тут она может ездить по вот этому креплению. Я зафиксировала нить и прохожусь по 3-4 раза, где-то в 4 местах, чтобы крепление хорошо держалось. Так как пришивала я среди бусин, оно немножко вот так зашло внутрь и выпирает, если смотреть с боковой стороны. На изнанке получилось вот так. Я пришила крепление с обеих сторон и хочу показать вам вариант, как еще можно сделать ручку, используя такие же крепления. Можно, например, их пришить вот так вот сверху клапана и такую маленькую ручку добавить. Ну а мне осталось сумку собрать и сшить. Для этого я буду использовать ту же нитку, которой я продевала бусины. У меня остались довольно длинные кончики, думаю, буду пришивать ими. Можно взять и новую нить. Продеваю кончик в иголку и сшиваю. Я захватываю клеточку с одной и другой стороны и соединяю. Для того, чтобы лучше держалась, я прошлась так в каждую клеточку по 2 раза. В местах, где все еще остались пробелы и лишние места, я добавила новые бусины. Перфекционизму нет предела, но зато какой результат. Добавляла бусины по тому же принципу, когда обрабатывала края. Так как тут канва была согнута, действительно кое-где нужны были жемчужины. Соединение получилось очень красивое, как будто его даже нет. И далее так продолжаю со всех сторон. Можно соединять и пришивать как снизу вверх, так и сверху вниз. Разницы нет никакой. Снизу вверх соединять, кстати, даже было удобнее. Что ж, мне очень нравится, как все получается. Осталось точно так же пришить и соединить с другой стороны. И вот почти уже все готово. Осталось только добавить замок и цепочку. Я взяла магнитный замок, который можно пришить, так как другой не знаю, как можно прикрепить среди бусин. И пришиваю тоже обычной тонкой ниткой. Но беру такую более прочную, которая идет как для бисера. Прохожусь ниткой по 2-3 раза со всех сторон, чтобы хорошенько пришить. Я сначала пришила вот так замок, один посередине, думала, его будет достаточно, но потом переделала. Из своих цепочек я решила все-таки выбрать ту, где есть жемчужины. Этот вариант цепочки был со своими карабинами, ну а насчет замка, как я и говорила, одного посередине не было достаточно, и я решила переделать. Средний я срезала и 2 по краям новых пришила. Ну и вот такой финальный жемчужный результат. Мне очень нравится, как все получилось, красиво, аккуратно. В процессе, когда я делала сумочку, выставляла видео, и кто-то даже говорил, что такая сумочка похожа на свадебную. Идея соединить пластиковую канву и бусины оказалась очень классной. Думаю, сделать так же еще с другими бусинами. Ну а как вам такой результат и такая сумка? Сделайте себе такую.